6 миллиардов долларов. Это много или мало? 6 миллиардов долларов – это очень много для такой маленькой страны, как Грузия. Но давайте разберемся, что такое 6 миллиардов. 6 миллиардов компания МАР будет инвестировать в инфраструктурные объекты в Грузии. Есть такое место между Батуми и Гонио. Ты сейчас карту сюда вставишь и Конечно. покажешь, что это такое. Друзья, всем привет! Сегодня мы обсудим новости экономики, курс лари и инвестиции в Грузию, в эту прекрасную страну. Этот участок принадлежит правительству Аджарии. На этой встрече, когда подписывался меморандум, был и Тарники Режвадзе, и он подписывал в том числе этот меморандум. Речь идет об этом участке. Дело в том, что я уже 7-й год живу в Грузии, и каждый год об этом проекте говорилось многое. И Мне об этом еще 3 года назад рассказывали. мне 6. Большой участок, на него многие смотрели, но так как огромный кусок территории нужен был серьезным девелоперу, у которых была за спиной опыт реализации таких масштабных проектов. Арабы увидели потенциал, увидели здесь существующее казино, увидели здесь низкие налоги, увидели здесь много-много перелетов ежедневно. Они увидели и они решили инвестировать сюда. Но что это значит? По опыту реализации таких проектов масштабных, реализация данных проектов занимает от 10 до 25 лет примерно. Это раз. Второе, это просто меморандум, это пока не деньги пошли, это пока не землю передали. Поэтому я думаю, сейчас будет год, два, три предпроектной разработки. Там нужно на этот большой земельный участок. Первое, электричество. Вопрос, есть ли оно здесь в Грузии и что нужно построить, чтобы хватило необходимых электрических мощностей на эту территорию. Второе, обязательное условие – это вода. Третья большая проблема – это канализация. Мы знаем, что на Новом бульваре не везде есть центральная канализация. В некоторых комплексах используются до сих пор септики, где машина приезжает и откачивает, извините меня. Ну, плюс там дороги инфраструктурные, то есть нужно построить тупо дороги, чтобы там могла приехать техника, там, начать строить какие-то дома, мастер-план сделать, да, план развития территорий. Это огромная работа, которая, по моему мнению, занимает предпроектная, не сама проектная, а предпроектная работа, будет занимать от года до 2, потом проектные работы, потом мы увидим какое-то, примерно хотя бы, какое-то мастер-план этой территории. Я думаю, что будет микс-девелопмент, это будет и высокие здания, и средней этажности, и, скорее всего, виллы на первой линии, да, какие-то бич-клабы. Такой большой город в городе. В целом я вижу хороший позитивный момент. Я рад, что сюда зашла компания из Арабских Эмиратов. Многие говорили, там, куда там Грузия повернет, налево, направо, там, на север, на юг, в ЕС, не в ЕС. Вот сегодня мы видим, в принципе, очертания того поворота, да, в какую сторону смотрит Грузия. Грузия смотрит в сторону денег, в сторону инвестиций. Это нормально. Если у вас есть огромный кусок земли на первой линии моря, вы видите, как у вас развивается туризм, и как у вас плохо все строится, то, конечно, было бы классно привлечь какого-то опытного застройщика, такого, как компания МАР. Я вижу только позитивные моменты. Я думаю, что мы в нашей жизни еще увидим это, но думаю, что старты продаж и все остальное, ну, в лучшем случае, через 2, 3, 5 лет. Там очень интересно, что можно с нуля прям все сделать, проложить дороги. Они называют это комьюнити, в котором можно и жить, и работать, то есть там будет по-любому бизнес-среда, там по-любому можно будет жить, то есть какие-то residential, да, комплексы, там по-любому будут торговые центры, где людям развлекаться. Ну, то есть комьюнити, чтобы они оттуда вообще не выезжали. Ты вчера в Телеграме постил картинку, как Бурдж-Халиф окрасился в грузинские флаги. Да. Этот же небоскреб тоже строила эта компания. Да, весь Дубай Даунтаун, Дубай Молл и Бурдж-Халифа строила МАР, да. Крупнейший застройщик Дубая. Ну, ты немножко так начал, что это все долго, не скоро, не сейчас. Но дело в том, что в свое время, в 2004 году, после революции РОС, сюда тоже очень много инвестиций начали привлекать в Грузию, в Батуми в частности. Вот. И то, что мы видим сегодня на Аллее Героев, это как раз вот та история, которая была начата еще в 2004 году, 20 лет назад. Аллея Героев была запланирована, построена потом в 2008, по-моему, году или в 2012 юстиция, и оттуда все пошло развиваться. То есть если мы возьмем, отмотаем сегодня 25 год и посмотрим, как развивается сейчас Аллея Героев, как она выглядит, можем понять, что от момента идеи до момента реализации ее прошло 20 лет. И тут не все достроено. Там еще строится несколько комплексов, которые завершат, так сказать, эту всю картину маслом. Поэтому здесь мы можем примерно прикинуть такую историю лет на 20. Ну хорошо, если смотреть на это с точки зрения инвестора, инвестиций. С точки зрения инвестиций и инвесторов могу так сказать. Точно, абсолютно, Батуми как был интересен для инвесторов, так и еще больше интереса инвесторов к этому прибавится. Тем более, что прибавится как раз со стороны не русских инвесторов или там из Евросоюза инвесторов, а больше инвесторов придут сюда со стран Персидского залива, потому что компания МАР у всех на слуху, соответственно, у них огромнейшая база, у них десятки тысяч клиентов действующих, и, конечно же, вот это называется Гонио Марина, примерно название, и в Гонио Марина, конечно, в первую очередь будет интересно
покупателям из Ближнего Востока. Во-первых, там будет цена, мы все понимаем, что компания МАР — это премиум и бизнес-недвижимость, поэтому и мы можем предположить, что и стоимость там будет выше рынка текущего. А вот цены в районах, которые существуют сейчас, в которых сейчас уже можно покупать, вкладываться, они же должны как-то тоже отреагировать. Во всех, смотрите, при таком подходе серьезном выиграют все от этого. При таких инвестициях только в инфраструктуру сюда приедет тысячи работников, поэтому, конечно, арендные ставки подрастут. Конечно же, покупательная способность местного населения. Местные выиграют точно от этого, будут поставлять туда что-нибудь, транспорт будет. Ну, в общем, все выигрывают. От таких проектов комплексных выигрывают все. Переходим к следующей новости. Падение курса лари и что это значит для инвесторов. За последний месяц лари обесценился с 2,75 лари за доллар. Сегодня лари стоит уже 2,9. А по расчетам Национального банка Грузии, средний взвешенный курс по 2025 году будет колебаться между 3 и 3,1 лари за 1 доллар. Соответственно, мы можем увидеть к концу года там, курс 3,2, 3,3 за доллар. Ну подожди, в прошлом году он был 2,6, 2,7. Во-первых, база. Как только в страну приезжает много долларов, возникает спрос повышенный на лари. Как только повышенный спрос на лари, лари начинает расти. Это в Грузии каждый год одна и та же история. Зимой лари чуть-чуть проседает. Когда начинается лето, приезжает сюда много-много туристов, они привозят с собой доллары. Соответственно, спрос на лари растет, лари начинают укрепляться. Сегодня закончились выборы, в стране продолжается политический кризис. Нацбанк продает на рынке меньше и меньше валюты, лари обесценивается. Хорошо, что недвижимость в Грузии продается за доллары. Поэтому для собственников недвижимости и для инвесторов, которые планируют только купить недвижимость в Грузии, для них ничего не меняется. А вот тем, кто зарабатывает в ларе, но платит аренду, например, в долларах, тем это не очень хорошо. Но все под контролем. Внешний долг Грузии не очень высокий, это раз. Золотовалютные резервы довольно хорошие, это два. Экономика растет каждый год на 10%, это 3. Понимаете, в чем дело? Вот зрители нашего канала, напишите, сколько кризисов вы пережили. У меня было такое, что я засыпал в 30 рублей за доллар, просыпался 60. Как бы, ну, сегодня я засыпаю, там, курс 2,82, просыпаюсь 2,84. Ну, как-то это не падение. Несерьезно. Третья тема, она объединяет первую и вторую, по сути. После того, как в прошлом году были выборы, политический кризис до сих пор не закончился. Страны ЕС накладывают санкции на должностных лиц Грузии, вводят визы, да, закручивают понемножку гайки по отношению к правительству Грузии. Ну, давай сделаем ремарку. Пока что визы ввели только... Да, я про это говорю. Визы вводятся только для дипломатов. В стране ЕС выступают за проведение новых выборов. Как это может отнести к рынку недвижимости? Первое. Все очень боялись, и когда вы на митингах говорили, что вот русский закон, я уверен был и сейчас уверен, что никто из здравомыслящих людей не позволит там продать этот участок в Гоню какой-то русской компании строительной. Ну, я в этом просто был уверен и сейчас уверен. Когда был найден альтернативная история, откуда привлекать деньги, да, то есть в последние годы много денег приходило из стран Евросоюза и Штатов. Многие фонды, независимые организации, да, различные компании и европейские, например, там чешская компания владеет компанией Энергопро. Все энергосети в Грузии принадлежат чехам, например, до сих пор принадлежат. Да, то есть многие компании сюда иностранные зашли глубоко. Да, сегодня новых компаний не приходит, новой крови не появляется. Поэтому что сделали грузины? Грузины подписали меморандум с Объединенными Арабскими Эмиратами. Я считаю, это абсолютно такое, ну как бы, попытка найти новые инвестиции в страну, не ссорясь с одной стороны с Западом, сильно еще не усиливает конфликт, вот, не сильно прижимаясь как бы, к Российской Федерации, да, не сильно с ними дружив. Дубай хорошая альтернатива, третья сила. Строят много, строят качественно. Я думаю, что вот как раз-то эмиратские застройщики могут вывести Грузию на качественно новый уровень с точки зрения строительства недвижимости, с точки зрения сервиса, с точки зрения управления недвижимостью. Это в целом для страны хорошо. Вчера слышал такой интересный момент в разговоре с одним из крупных застройщиков. Говорит, когда пришли большие деньги после войны 2008 года, было много разрушений в Руставе, в том числе в Горе. Когда пришли большие инвестиции, это как порядка 3 миллиардов долларов пришло там в течение буквально 2-3 лет. Лари укрепился до 1,3 лари за доллар давали. Возник спрос большой на местную валюту, соответственно, лари сильно укрепился. Поэтому, возможно, в течение 5 лет в целом, мы про вторую новость говорили, про лари, да, что обесценивается. Я здесь 7-й год, приехал было 2,75,
и ниже 3,30 он не опускался. То есть вот диапазон за 6 лет. 10% туда, 10% И сюда. Ну что ж, тогда переходим к теме последней. Давай. Это будущее Батуми, поскольку мы записываем ролик в начале 25 года, и хочется сделать какой-то такой задел. Давай просто поговорим про Батуми. Что в Батуми происходит и почему я вижу большой инвестиционный потенциал, и почему я до сих пор здесь. Мне многие спрашивают, а почему ты еще здесь? Как бы, что ты не уехал там в Штаты куда-нибудь? Давайте поговорим про то, что обещали сделать и сделали, и чего не обещали не сделать и не сделали за прошлый год. Ну, первое для меня событие самое важное, это, конечно же, строительство объездной дороги. Открыли ее к выборам как раз в ноябре. Пробки Махинджаури исчезли вообще. И сегодня недвижимость в районе Махинджаури и Зеленый мыс, я считаю, очень недооценена. То есть доехать от нашего офиса туда быстрее вечером, чем я еду до Аллеи Героев, например. Понимаешь, да? А там первая линия, и там не такая плотная застройка. И в этом году мы увидим коррекцию. Я точно уверен, что цена на недвижимость в районе, в сторону Махинджаури, это БНЗ, Махинджаури, Зеленый мыс, Чакви, она вырастет. Быстрее вырастет и сильнее, чем там Новый бульвар или Аллея Героев. Второе, в ту же сторону, как мы же говорим, строят насыпной остров. Я видел, что уже проводят презентацию предварительную. Я так понимаю, просто собирают пока лиды, собирают предварительную какую-то информацию. То есть насыпать-то ума, как бы, наверное, много не надо. А реализовать там проект хороший, ну, надо постараться. И если это будет дом на доме, окна в окна, то как бы смысла в этом острове нет. Но если там застройщик подошел с умом, посчитал, порисовал, посчитал экономику и будет строить не тяп-ляп за $500, а будет строить хорошее жилье с хорошими дорогами, там, с большими парковками. То есть если я увижу опять вот на этом острове дом, в котором там одно парковочное место на 100 квартир, и там в этом доме будет там 500 тысяч студий, ну как бы можно поставить крест как бы, и идти дальше. И ждать, пока Эмар будет продавать. Вот. А если будет там на самом деле хорошее жилье, а это там внутри какой-то комьюнити, куда можно там и работать, и жить, там и фитнес, и там, ну и в общем, все, тогда это будет иметь место, и можно будет там покупать, и тем более недвижимость тогда в сторону Махинджаури еще вырастет в цене. Чего не сделали? Ну, не решена проблема с парковками вообще в городе. Город ждет транспортный коллапс уже в ближайшие 3 года. Прям конкретно, то есть я не сгущаю краски. Сейчас запускается в этом году Привиледж. Через 3 года запускается Альянс Центрополис. Дорог шире никто не строит, поэтому здесь я думаю, что будут сложности. Что еще не сделано? Не сделана дорога в Гадерзе, но обещают в этом году, я опять проводил совещание вчера, меня убедили в том, что в этом году асфальтные работы по Гадерзе будут закончены. Тоже увеличит стоимость недвижимости на горнолыжном курорте и будет больше туристов. Новости спорта. Хвича Кварацхелия перешел в Пари Сен-Жермен. Ждем новые майки в спортивных магазинах города, потому что до сих пор майки с фамилией Хвича продаются из Наполи. Поэтому мы ждем нового привоза, новых маек, ПСЖ. Обязательно купим, будем ходить на футбол. Скоро начинается новый спортивный сезон. Будем болеть за Динамо Батуми. Причем Кварацхелия, я так понимаю, что играет на месте Мбаппе. Его взяли взамен Мбаппе. Мбаппе же ушел в Реал. Так что болеем за Хвичу. И там теперь подбирается во Франции целая плеяда грузинских футболистов. Сакартвелос Гаумарджос. Ну что ж, лайки, подписка. Вообще ты любишь, когда лайкают и подписываются, мне кажется. Ты просто говорить об этом не любишь. Да, я очень люблю, когда много лайков под видео и много комментариев. Но не люблю просить вас об этом. А что делать, вы знаете сами. Спасибо и до встречи в Грузии. Да, если зайдет такой формат новостной, то мы будем рады, наверное. Да новостей не так много. Ну, раз в Мы это квартал. не первый раз делаем. Поэтому как вам такой формат в плане новости? Все ли интересно? Какие новости мы не осветили? Пишите в комментариях, мы обязательно о них поговорим.